Привет, у меня была идея продлить свое времяпрепровождение в Санкт-Петербурге. Привет, у меня была идея, и я хочу остаться в Питере еще на 2 года. Для этого мне нужно продлить эту квартиру, и сегодня как раз я встречаюсь с владелицей для того, чтобы продлить этот договор. Так получилось, что в этот месяц, именно в этот месяц, у меня есть проблемы с работой, с деньгами, и вообще все не очень хорошо задалось. Я обещал в этом видео рассказать, почему я перестал продюсировать музыку дома, почему я перестал дома приглашать кого-то преподавать дома вокал, и вообще, в принципе, почему я решил на паузу поставить все домашние процессы, которые связаны с музыкальностью. Почему я перестал заниматься звукорежиссурой и почему я отменил все продюсерские проекты, которые были у меня дома? Очень просто. Люди не готовы за это платить. Забавно, что при том наполнении, которое я закладывал внутрь, я сталкивался с тем, что люди не готовы за это платить. Я регулярно сталкивался с чувством того, что я пустой или совсем не имею ценности, как будто мои знания и опыт есть у каждого второго. Причем это ощущение жило по соседству своими мечтами и амбициями. Господи, спаси, сохрани. Это вот так жирно звучит, пока даже музыки нет. Пока даже музыки нет. Даже музыки нет. Чё, твой отзыв, что думаешь? Как, классно, не классно? Великолепно, невероятно. Я впервые записывалась на живой звук с эффектами, и это потрясающий опыт. Спасибо тебе за него. Как удобнее писаться в итоге тебе? Я думаю, это зависит все-таки от материала песни. Например, здесь это максимально выигрышно. Почему? Потому что ты погружаешься сразу в атмосферу музыки, и ты существуешь. Вот у тебя получается готовый продукт. Ты не накладываешь звук сверху минусовки, а у тебя сразу появляется вот эта магия музыки. Ты внутри него сразу. Да, Да. но пропадает эффект сюрприза. Да и хер с ним! Да нахрен мне такие сюрпризы! Как тебе в автотюн петь? Ты даже не заметил. Я даже не заметила, я только хотела сказать об этом. Вот настолько наш слух нас обманывает. Да. Поэтому это в любом случае уникальный опыт в моей жизни. Спасибо тебе за него. Спасибо тебе огромное. Уже, привет. А ты завтра что делаешь? Есть у тебя свободное времечко? Тут я еще некоторое время поболтал с моим другом Женей. Изначально я пригласил его в школу на Новый год, где отмечал Новый год и я. Мы встретились и очень круто провели время. Я подумал, а что бы не повторить, потусить. Видимся редко, заодно подумал приобщить его к своему творчеству. С другом всегда веселее. Так вот, этот звонок был последней попыткой оттянуть выход этого видео, ведь внутри творится хаос. Я выучил новое слово, которое объясняет то, чем я занимался, а называется оно эскапизм. Это такое отвратительное состояние, где личность убегает от реальности в мечты, потому что в реальности что-то не нравится или слишком больно. Вот скрин из Гугла, если кому интересно. Довольно противная штука, не болейте такой фигней. Выход из этого состояния довольно прост, но очень болезненный. Ведь никому не хочется идти в реальный сложный мир, где нужно что-то делать. Гораздо легче придумать, кто ты и где ты, и жить этими фантазиями. Подожди, то есть ты видел, как я сплю и не стал будить? Дело зачем? Ты что-то еще с телефоном связал, видимо, перебить наши воры. Да я На что-то... телефоне что-то играло? Да, я что-то там включил. Короче, в следующий раз, если вдруг ты застанешь меня сонным, снимай, короче. Для меня это крайне необычное включение. Оно довольно экстренное. Я вообще не планировал сейчас ничего снимать. Но я понял, что я просто не могу об этом не сказать. Потому что завтра случится кое-что необычное. Точнее, сегодня случится кое-что необычное. Я в первый раз в своей жизни буду выступать со своей собственной песней. Волнуюсь ли я? Ну, типа немного, да. Хотя, честно, я до конца не понимаю. Внутри как будто ничего нет. Я ощущаю, как будто все идет максимально так, как и должно быть. Я наоборот в каком-то
приятном предвкушении, такое ощущение, как будто что-то меняется, что-то происходит, что-то очень важное для вот этого вот. И, кстати, кое-что наладилось. Во-первых, теперь я снова занимаюсь записью людей на дому. Но небольшие изменения. Если раньше я занимался продюсированием и такой типа, ой, давайте, вот вы мне столько-то платите, и я делаю это, пятое, десятое, теперь то, теперь нет. Как будто появилось ощущение ценности самого себя. Я не буду больше работать за маленькие деньги. Это не значит, что цена стала невероятно высокой, просто я начал формировать пакет услуг, что я могу предоставить, и оказывается, я так много всего могу предоставить, и оказывается, это так дорого стоит. Я не знаю, как люди ложатся спать, когда они первый раз в жизни выступают со своей песней. Это безумие. This is crazy. Примерно такой вид из окна я вижу утром или днем. Просыпаться неохота. Возможно, я зависим от солнца. Давай, рассказывай, как оно ощущается. Да нормально. Мне вот когда на тонкий перехожу, мне легче пропеть. То есть, когда Припев. ты там ты больше фокусируешься на том, чтобы напрячь спину? Да, мне просто... Если я не фокусируюсь на голосе, мне не хватает, я захлебываюсь. На тонкий перехожу, мне легче в припеве. Смотри, тут, когда ты поешь тонко, Да. звук больше болтаться начинает вот где-то здесь. Ага. И вот как раз здесь нужно вот эта вот штуковина. Да, когда ты место, вот так, да. и вот смотри, это получается вот эта мышца, вот Да. эта, и еще и вот эти задние мышцы шеи. То есть попробуй их отдельно поднапрячь. Прям вот, прям вот, знаешь, это вот где вот здесь вот эта вот область, она вся такая немножко каменная становится. Ага. И вот теперь попробуй, чтобы там не сгорело. Не-не-не, вдох удивительный. Чтобы Ты не сгорела! И давай мощью. Чтобы ты не сгорела! О, и все, смотри, все нормально работает, и оно при... Чтобы ты не сгорела! И вот Чтобы смотри. ты не сгорела! О, Так, чтобы что ты ли? не сгорела! И вот сзади. Сгорела! Чтобы ты не сгорела! О. То есть... Тут я кручу звук, чтобы петь было удобно. Очень важно, чтобы был баланс, как минимум для меня. Примерно так проходят уроки. Бывает, что уроки стоят не подряд. Честно, это очень бесит, если разрыв большой, но часовые перерывы на поесть самое то. Обычно я хожу в спар, боже, я обожаю спар. Сейчас живот начал жаловаться на жирную еду, поэтому теперь я беру что-то на пару, и фрукты, здоровое питание, все дела. Не стоит забывать, что в Питере, к сожалению, есть снег. Как же я ненавижу холод. Я не знаю, во всех испаноговорящих странах Латинской Америки вы всегда увидите огромное количество венесуэльских беженцев. Миллионы людей бегут из страны, и нет хорошей жизни. То есть... Периодически на меня нападает желание переслушать записи на диктофоне. В моем случае песни начинаются именно так. Самые крутые идеи приходят в самые простые моменты. Все начинается с мамбла или мычания. Мелодия. Я чувствую мелодию, как она ведет меня, а я ее. Это звучит странно, а со стороны, наверное, я вообще сумасшедший.
Я не могу сделать неправильно, потому что я создаю с нуля. Сначала мелодия, потом бит. Я могу битбоксить ритм партию, какой-то паттерн. В моей голове они уже играют. Я записываю обычно все, что слишком приятно на слух и ощущения на диктофон. Потом бит. Написать бит оказывается не самое главное. Главное — это лид-вокал. Если он не работает, бит безжизненный. Я понимаю, о чем говорю. Иногда песня оживает для меня только когда ее слышит еще кто-то, кроме меня. Или когда я создаю ее не один. Но в основном это так. Это игра в соло. Когда раздавали онлайн и кооператив, я нажал синглплеер. Сейчас я покажу нарезку из 2 последних дней, когда мелодия была слишком хитовая. To be new, I gotta psych, I gotta pray, I gotta I gotta sneeze, spit up. Look at me, what I mean. Phenomenally, I've noticed how to be on the colony. I did this all of the cinema. And I'm just from here, swallow like a fool. I'm not swimming here, swallow like a fool. I'm just swimming here. This was a couple, yeah. I'm just a swim, baby. Yeah. This was a couple. I'm just swim fish, yeah. Yeah, I got this. Boom, 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 boom. I'm just a swim, baby. Boom, boom. Boom, boom.
fuck? I'm not recording this. It's so sad. I'm just a swing. I'm just swing, babe. It's more like a the wooden name with us. But I said that I wouldn't. Yeah, I'm just swing, babe. The wooden like a the wooden name with us. But they said that I wouldn't. So happy that moment, trying to be patient. Maybe let's come to the damn way. And maybe on time, please don't wait. After that work, that's when they gotta win the song. That's how I'm winning some. Trying to get them speaking some. Now I gotta win. See, time, baby. So, I'm just asking. What is love? I'm just asking. But this is the I'm just asking. The one I come to the wouldn't hang does. But this is the I'm just asking. На этом моменте обычно все и заканчивается. Доброе утро, яичница, чай и холод. Я как будто один в реальности. И я не как будто я один. А в своих мечтах я уже много достиг, живу в США, выступаю, бла-бла-бла-бла. Но это видео не появилось бы, если бы я не копался в себе и не искал смысла. Доброе утро. Я обычный человек. Я Данил Пирс. Доброе утро.